Каждая компания, вообще любая, оставляет в интернете свои цифровые следы, иногда совсем незаметные. Давайте сегодня разберемся, как, используя только общедоступные данные, можно составить целую карту этих следов и понять, какие риски за ними могут скрываться. Итак, с чего бы начать? Давайте представим себя этакими цифровыми детективами. И наша первая задача — задать правильный вопрос. Вот какую историю о своей инфраструктуре, о своих процессах и, может быть, даже о своих проблемах компания рассказывает всему миру, сама того не осознавая? Инструмент, который мы будем использовать, это пассивная разведка, или OSINT. И тут важно сразу прояснить. Мы не занимаемся взломом, мы не нарушаем закон. Представьте, что мы изучаем публичные отчеты компании, а не пытаемся вскрыть ее сейф. То есть мы просто анализируем то, что и так доступно абсолютно всем. Ну что ж, наше расследование начинается с самых основ, с того, что можно назвать цифровым удостоверением личности любой компании в сети. И пойдем мы по двум простым шагам на примере такой условной компании acmecorp.example. Сперва заглянем в ее свидетельство о рождении, это запись ХУИС, а потом составим карту ее публичных офисов, посмотрим на ее DNS-записи. Запись ХУИС — это, по сути, паспорт домена. Что интересного мы здесь видим? Ну, во-первых, домену больше 12 лет. Это хороший знак, добавляет доверие. Во-вторых, указано юрлицо Acme Corp, уже зацепка для дальнейшего поиска. Ну и собственные сервера имен — это такой тонкий намек на то, что у компании, скорее всего, серьезная IT-инфраструктура. Окей, с паспортом разобрались, теперь переходим к DNS. Если ХУИС — это паспорт, то DNS — это, скажем так, адресная книга всего интернета. Именно она помогает браузерам находить нужные сервера по простым и понятным нам именам. И вот что нам показывает эта самая адресная книга для нашей Acme Corp. Мы видим основные, такие парадные сервисы — сайт, почта, VPN. Но стоп, вот это уже интересно — стейджинг, то есть тестовая среда. Почему это так важно? Да потому что тестовые сервера часто защищены гораздо хуже, чем основные, а вот данные на них могут быть копиями реальных клиентских. И сразу возникает вопрос, а насколько хорошо этот сервер вообще защищен? Так, мы увидели то, что компания показывает миру прямо сейчас. Но что если заглянуть в ее прошлое? Самые интересные находки ведь часто скрываются именно там, в цифровых архивах. И здесь нам на помощь приходят так называемые журналы прозрачности сертификатов. Это, по сути, публичный реестр. Каждый раз, когда компания создавала какой-то защищенный сайт или сервис, даже временный и тестовый, она должна была получить для него сертификат. И вот эта запись навсегда оставалась в этом реестре. Это без привлечения настоящая цифровая археология. И вот посмотрите на результат такой раскопки. Слева — то, что мы видели в активном DNS, а справа — то, что нашлось в архивах. И внезапно всплывает целая скрытая история. Какой-то портал, SSO для единого входа, тест API, Dev. Даже если эти адреса уже давно не активны, сами их имена дают нам просто бесценную информацию о технологиях и внутренней кухне компании. И вот ключевой вывод. Самая большая угроза — это не то, что у всех на виду и под постоянным контролем, а то, о чем администраторы могли просто-напросто давно забыть. Какие-то старые сервера, которые по непонятной причине все еще доступны из сети. Давайте посмотрим на несколько реальных примеров из другого кейса novapayments.com. Вот OldAPI, если он до сих пор работает, это же потенциальная дыра в системе. Staging — тестовый сервер, где защита слабая, а данные могут быть копиями настоящих. Sandbox.card — песочница, из которой могут утечь ключи доступа. И как вишенка на торте internal.vpn — имя внутреннего сервера, которое случайно засветилось в публичном сертификате. Понимаете, каждый такой забытый актив — это потенциальная лазейка, незапертая дверь во внутреннюю сеть. До сих пор мы изучали следы, которые были связаны с одним доменным именем. А теперь давайте поднимемся выше и посмотрим на всю картину целиком, ну как будто со спутника. Дело в том, что существуют поисковики вроде Shodan. Они постоянно сканируют весь интернет и индексируют не сайты, а сами устройства — сервера, камеры, принтеры, даже промышленные контроллеры. Это и есть та самая спутниковая карта всего, что подключено к глобальной сети. И давайте возьмем новый, куда более масштабный пример. Логистическая компания Greenfleet, у которой есть своя так называемая автономная система. Проще говоря, у них не просто несколько серверов, а свой собственный довольно большой участок интернета, которым они сами управляют. И вот, используя такой спутниковый поиск по их сети,
можно обнаружить вещи, скажем так, куда более интересные, чем просто корпоративный сайт. Находка номер 1. Сервер под управлением Windows Server 2012, доступный для удаленного подключения. Эта система давно не поддерживается, а значит, она буквально напичкана известными уязвимостями. Это просто классическая точка входа для злоумышленников. Находка номер 2, и она еще серьезнее. База данных Elasticsearch, которая открыта всему интернету без пароля. Внутри может быть что угодно. Клиентские данные, коммерческие секреты, да все что угодно. Это прямой путь к масштабнейшей утечке данных. И, наконец, кульминация. Панель управления промышленным оборудованием, так называемая SCADA. По сути, это пульт управления их физическими активами на каком-нибудь заводе или складе. И этот пульт доступен через интернет по абсолютно незащищенному протоколу. Последствия тут могут быть просто катастрофическими. От остановки производства до реального саботажа. Ну что ж, теперь, когда мы собрали все эти улики, мы можем составить полное досье, настоящую карту рисков, которая наглядно покажет самые уязвимые места компании. И вот как выглядит такая итоговая карта. Смотрите, здесь все четко по приоритетам. Панель SCADA — это критический риск. Открытая база данных — очень высокий. Старый сервер — высокий. Это именно тот формат, в котором аналитик и представил бы результаты, чтобы компания могла немедленно, вот прямо сейчас, принять меры. И это подводит нас к самому главному выводу. Цель такого анализа не в том, чтобы атаковать. Цель — помочь. Дать тем людям, кто отвечает за безопасность, увидеть свою инфраструктуру как бы со стороны, глазами наблюдателя, и вовремя закрыть все пробелы в защите. Вся эта информация, по сути, лежит на поверхности. Нужно только знать, где и как ее искать. И это помогает построить вот такую целостную карту рисков. А как могла бы выглядеть подобная карта для вашей компании или вашего проекта? Это вопрос, над которым, я думаю, стоит задуматься.